Крупный пожар в Москве. Оливье подорожал на 70%. Протесты в Грузии и Абхазии. 1000 дней войны. Это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь. В Москве крупный пожар. Ночью загорелось здание с офисами и складами на северо-востоке столицы в районе Отрадное. По данным Департамента по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, его площадь составила 700 квадратных метров. На третьем этаже здания загорелись лакокрасочные изделия. Пожар потушили к утру, пострадавших нет. И еще одно происшествие. Под Москвой попытка поджога на железной дороге. По информации телеграм-канала ШОТ, близкого к силовикам, двое молодых людей бросили коктейль Молотова в вагон для перевозки персонала в Раменском. Никто не пострадал. ШОТ пишет, что мужчинам обещали за это заплатить. Инцидент произошел в ночь на понедельник. Возбуждено уголовное дело о теракте. Сегодня, 19 ноября, 1000 дней длится полномасштабное вторжение России в Украину. И мы, как и каждый день, рассказываем о войне. Это кадры из Брянской области. Ну, такое было, как в прошлый раз. Ракета как будто туда прилетела. Да нет, это... Там такая только что была полоса, как будто ракета. В регионе объявили ракетную опасность. Жители города Карачев сообщили об атаке на военную базу. Украинские каналы публикуют видео с огненным заревом. Целью ВСУ был 67-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления. Это подтвердила и украинская сторона. Местные же власти отчитались о нескольких сбитых дронах над регионом. Издание «Астра» отмечает, что карта пожаров НАСА пока не фиксирует возгорание на территории арсенала. Учитывая ракетную угрозу, Z-канал «Военный осведомитель» предположил, что ВСУ могли бить и дронами, и западными ракетами, в том числе дальнобойными. Разрешение от США бить ими по России вчера подтвердил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Какие именно ракеты использовались, неизвестно. Также украинское издание РБК Украина пишет, что, возможно, ВСУ применяли действительно ракеты «Атакамс». Из-за налета дронов ВСУ сегодня в Ростовской области пострадал один человек. Также накануне вечером мирный житель погиб при атаке дрона в Курской области. Все это данные региональных российских властей. Это кадры из украинского города Запорожье. Глава военной администрации области сообщил об атаке дронами «Шахед». Более 10 тысяч человек, по его словам, остались без света. В Сумской области, городе Глухов, дрон обрушил подъезд пятиэтажного общежития. Погибли 8 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Разбор завалов продолжается. Также число раненых после падения российской ракеты на жилой район Одессы выросло до 55 человек. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Олег Кипер. А число погибших в результате ракетного удара по жилому массиву в Сумах возросло до 12. Об этом сообщила местная военная администрация. С войны в Украине дезертировал целый полк российских солдат. Об этом пишет издание «Важная история» со ссылкой на внутренние документы Министерства обороны России. Подлинность документов удалось подтвердить, связавшись с несколькими сбежавшими военными, но их родными. Более 1000 бойцов 20-й мотострелковой дивизии самостоятельно оставили соединение. Среди них 26 младших офицеров, майор и 2 полковника. Оленьи шкуры для маскировки решили передать магаданские организации российской армии. Об инициативе написал в Телеграм сам губернатор региона Сергей Носов. По его словам, свойства кожи и шерсти оленей позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытие. Инициатива передать шкуры, отмечает Носов, исходит от оленеводов из Северо-Эвенского округа и активистов Общероссийского народного фронта. Дочь Кадырова Табарик успешно зарабатывает на любви к кей-поп, владея корейским кафе в Грозном. Это филиал самой популярной в России корейской сети «Чика». Он открылся в прошлом году. Ресторан расположился в Грозном моле на проспекте Путина. Тут халяльный бекон, корейские сериалы и розыгрыши альбомов кей-поп-групп. Забавно, что в 2019 году в Чечне отменяли показ фильма о BTS. Его назвали оскорблением чеченского народа. Врачам крупнейшего онкоцентра России урезали зарплаты почти на треть. Доходы сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина начали снижаться летом и к осени сократились на 30%. Все дело в том, что у Федерального фонда обязательного медицинского страхования просто нет денег. По крайней мере, так говорит руководство. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» приводит слова сотрудников центра. Цитирую. «У людей семьи, ипотеки, съемное жилье. Сложнее всего санитаркам. Их зарплаты упали до 30 тысяч. Врачам-онкологам со
180-200 тысяч рублей снизили до 130 тысяч. В центрах, подобных нашему, люди выкладываются по полной программе. Оплата труда не соответствует объему работы. Конец цитаты. Ну а пока доходы летят вниз, цены вверх. Стоимость домашнего оливье в России выросла аж на 70%, причем менее чем за год. Еще в январе главное блюдо новогоднего стола обходилось в 205 рублей. К ноябрю его стоимость резко выросла. Теперь приготовить оливье с курицей стоит 350 рублей, а вот с вареной колбасой более 400. Такую статистику приводит парламентская газета со ссылкой на данные Росстата. В Балтийском море повреждены телекоммуникационные кабели. Один между Литвой и Швецией, а другой между Финляндией и Германией. По словам директора Телия Литува, кабель был довольно старым и повреждался ранее, например, из-за судоходства. Но он отметил, что одновременное повреждение кабеля исключает случайность. Литовский вещатель ЛРТ добавил, что США ранее предупреждали об усилении российской активности в районе ключевых подводных коммуникаций. Накануне Министерство иностранных дел Финляндии и Германии выпустили совместные заявления. В нем говорится следующее. Безопасности нашей Европы угрожает не только военная агрессия России в отношении Украины, но и гибридные военные действия злонамеренных акторов. В непризнанной Абхазии под давлением оппозиции пророссийский глава республики Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб ушли в отставку. Это подтвердило официальное информагентство республики. Оно опубликовало соглашение между представителями власти и оппозиции. Переговоры прошли накануне. Сотни протестующих ожидали их результатов. Напомню, протесты в Абхазии вспыхнули неделю назад после задержания оппозиционеров, выступавших против инвестиционного соглашения с Россией. Местные жители считают, что этот договор выгоден только Москве. Опасаются массовой скупки недвижимости, потери рабочих мест и усиления влияния российского капитала. Протестующие заняли правительственное здание в Сухуми, требуя немедленной отставки Бжания. Глава республики согласился уйти только при условии освобождения здания, но протестующие отказались расходиться до фактической отставки Бжания. Переместимся в Тбилиси. В грузинской столице жестко разогнали акцию протеста против фальсификации парламентских выборов. Полиция снесла палаточный городок. Не обошлось без столкновений с силовиками. МВД Грузии отчиталось о 16 задержанных. Нескольких из них позже отпустили. На Ближнем Востоке тоже неспокойно. В Израиле обломки сбитой ракеты ранили 5 человек в окрестностях Тель-Авивского округа. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее стало известно, что из-за падения ракеты временно приостановил работу международный аэропорт Бен-Гурион. По данным экстренных служб, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Израильские власти обвинили в обстреле ливанскую группировку Хизбалла, которая, по их утверждению, накануне выпустила до 170 ракет и беспилотников. Самолет 4 дня не мог вылететь из-за побега 132 хомяков. Пассажирский борт авиакомпании TAP Portugal перевозил животных для зоомагазина на Азорских островах. В ходе посадки повреждения получили клетки с хомяками, и 132 зверька сбежали. Персоналу аэропорта понадобилось 4 дня, чтобы поймать всех хомяков. И тут я попрошу поставить лайк этому ролику. Это поможет большему количеству людей увидеть наши новости, альтернативные Кремлю. И это все новости к этому часу. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал и на наш Telegram-канал. А также смотрите вечерний прямой эфир, где мой коллега Кирилл Седов обсудит с экспертами главные темы дня. В студии для вас работала Екатерина Воропай. Берегите себя и пока-пока.